Здравствуйте! Сегодня решила приготовить себе кондиционер для волос и решила с вами поделиться этим процессом и рецептом. Сделать его легко и быстро, да и не нужно много ингредиентов. Не нашлось у меня перчаток, так что не судите строго. Вся посуда и руки обработаны спиртом, поэтому начнем. Рецепт можно посмотреть в описании под видео. В первом стаканчике соберем жирную фазу нашего средства. В нее будут входить цетиловый спирт и бигентримониум хлорид. Цетиловый спирт выступает увлажнителем волос, он защищает от сухости, он закрывает чешуйки волос, придавая им блеск и мягкость, уменьшает спутывание волос при расчесывании. Также он является и загустителем эмульсий, делает их густыми и кремовыми. А бигентримониум хлорид – это катионное поверхностно-активное вещество. Оно используется в косметике как мощный кондиционирующий агент, как эмульгатор, как антистатик для волос. Он отлично разглаживает пряди, снимает с них статический заряд и предотвращает спутывание волос тоже. Также делает волосы шелковистыми, послушными и облегчает укладку. Вот и вся жирная фаза. Я намеренно не добавляю масла, так как это не маска, не бальзам, а просто средство для ухода только за волосами, а не для кожи головы и корней волос. Основная функция кондиционера для волос – это закрывать и разглаживать чешуйки кутикулы, которые приоткрываются во время мытья шампунем. Он должен создавать защитную пленку, он должен удерживать влагу, облегчать расчесывание волос и снимать статику с них. Во втором стаканчике соберем водную фазу. В нее будут входить триголоза, которая увлажняет, удерживает влагу, защищает структуру локонов от термовоздействия фена и утюжка и снимает пушистость волос. И также еще один компонент – это цитримониум хлорид. Это катионное поверхностно-активное вещество, которое используется в косметике как эффективный антистатик, как кондиционирующий агент, как эмульгатор и легкий антисептик. Он тоже облегчает расчесывание, разглаживает кутикулу волоса, снимает статику. И также добавляем воду по рецепту. Оба эти стаканчика мы отправляем на водяную баню. Доводим их до одинаковой температуры, где-то до градусов 70-75, добившись растворения жирной фазы. И соединяем эти две фазы. А пока я приготовлю изопентилдиол и консервант. Изопентилдиол, он работает как эффективный увлажнитель, как растворитель и кондиционирующий агент, который удерживает влагу, закрывает кутикулу и возвращает прядям здоровый блеск без утяжеления. Также он сработает как прекрасный сорастворитель и как консервант-бустер. То есть он усиливает действие консерванта. А консервант у меня юксил. Вот я соединила обе фазы кондиционера. Хорошо эмульгируем в течение 5 минут миксером, а затем вручную я перемешиваю лопаткой в течение 10-15 минут до остывания где-то до градусов 40. Затем я добавлю изопентилдиол с консервантом. Хорошо тоже вымешиваем минут 5-10 лопаткой. И оставляем стабилизироваться, где-то на сутки эту эмульсию. Он еще немного загустеет, этот кондиционер. Обязательно потом измеряем уровень pH и, если нужно, закисляем лимонной кислотой. У меня всегда есть 50% раствор лимонной кислоты, который можно покапельно добавлять, если нужно, и измерять pH. А pH кондиционера должен быть где-то в районе 4, 4,5, 5. Вот и все.
Кондиционер можно переложить в бутылочку, в тюбик или баночку и пользоваться потом после мытья волос, ну, как обычным кондиционером, нанеся его на волосы, не затрагивая кожу головы на 2-3 минуты, а затем смыть. Пользуйтесь на здоровье и будьте красивы. Подписывайтесь, если еще не подписаны на мой канал. И до встречи!